Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бэрон изо всех сил пытается спасти Дилана оттуда. Когда Дилан говорит: «Иди и найди нашего сына, чтобы он не остался без отца», Баран говорит: «Я не оставлю тебя здесь, наш сын не будет ни сиротой, ни сиротой». Пока Берфин Акиф разговаривал по телефону, она подошла к нему и спросила, есть ли какие-нибудь новости о Баране и Дилане, но когда она узнала, что речь идет о его умершем отцовстве и Аднане, она сказала: «Что ты делаешь, Акиф, этот презренный человек?» Акиф не позволяет ему больше говорить, обнимает его и говорит: «Прости, я причинил тебе так много боли, я заставил тебя чувствовать себя таким одиноким, это прошло. Все в порядке, я обещаю, что защищу тебя от всего», он крепко обнимает тебя. Пока Бэрон пытается найти способ выбраться из горящей хижины, Дилан теряет сознание. Бэрон наконец обнимает Дилана и выбегает из хижины. Когда он выходит наружу, то сходит с ума от злости и кричит от отчаяния. «Берфин, я никогда не чувствовал себя в безопасности с детства, этот мужчина всегда заставлял нас испытывать это, моя мать годами заставляла меня спать с моим братом, я не спал каждую ночь из страха, что Аднан причинит мне боль, когда я вырос, мне становилось все труднее и труднее, я начал смотреть на всех с подозрением, как будто тень этого человека была повсюду, его дыхание всегда было на моей шее, сколько я это помню, повторяю снова и снова». Он говорит, плача: «Я чувствую, что я жив». Когда Акиф напоминает вам об этом и говорит, что мне жаль, что я вас расстроил, Берфин говорит, что это не имеет значения, я помню это каждый день, я знаю, что у вас нет плохих намерений. Акиф вытирает слезы и уходит вместе с Берфином. Чтобы я мог заглянуть внутрь. Бэрон привозит Дилана в больницу. Пока врачи заботятся о нем и пытаются его вылечить, Бэрон беспомощно ждет снаружи. Бэрон вспоминает, что он сказал, пытаясь спасти Дилана, и плачет. Акиф и Берфин приезжают в больницу. Когда Баран собирался сказать, что Мирана здесь нет, Акиф говорит: «Не волнуйтесь, Тарику было сообщение, они оставили его возле особняка и принесли в особняк». Когда Бэрон объясняет, что слава богу, но Дилан нездоров, Берфин и Акиф пытаются его подбодрить. В этот момент от Дилана выходит врач и сообщает ему, что состояние Дилана стабильное и что он подвергся слишком сильному воздействию дыма. Затем Бэрон говорит Берфину: «Иди в особняк. Миран звонит нам сейчас, но отсылает нас, говоря, что ты будешь ему полезен». Госпожа Азади и господин Кудрет очень рады за Мирана, но молятся за возвращение Дилана и Барана. Когда Тарик укладывает Мирана спать и спрашивает, помнит ли он людей, которые вас похитили, Миран отвечает, что помнит. «Тарик, я найду этого урода, но ты больше никому не говори, иначе урод придет и причинит вред твоим матери и отцу», предупреждает он и уходит из комнаты, чтобы сейчас поспать и отдохнуть. Когда Миран Тарик уходит, он встает с кровати, берет в руку бумагу с информацией из Смета и говорит: «Боже, защити моих мать и отца, чтобы этот уродливый человек не причинил им вреда». Господин Кудрет строго предупреждает охранников, а затем поручает им просмотреть все записи с камер. Когда Баран ему звонит: «С Мираном все в порядке, не волнуйтесь», мой сын Дилан спрашивает: «Как моя дочь?» Баран говорит, что ждем, ситуация та же. «Господин Кудрет, я верю, что моя дочь Дилан справится с этой бедой, но Бэрон говорит, что нам нужно выяснить, кто это с нами сделал». Господин Кудрет говорит: «Соберись сначала, тогда мы тебя обязательно найдем, сынок». Врачи отключают поддержку дыхания Дилана. Они сообщают хорошие новости Барану, который в стрессе ждет в коридоре вместе с Акифом, и говорят, что госпожа Дилан проснулась. Когда Тарик приходит проведать Мирана, он видит, что тот надел кардиган своей матери и заснул. Когда Бэрон узнает, что с Диланом все в порядке, он немедленно идет к нему. Пока мы разговаривали с Диланом и говорили, я очень испугался, Дилан спросил, как наш сын. Баран ответил: «Наш сын очень хорошо, слава богу, Берфин о нем заботится». Дилан спрашивает: «Ты ничего не делаешь?» Прячутся. Когда Бэрон звонит Берфину и сообщает ему, что Дилан проснулся и хочет увидеть Мирана, Берфин очень счастлив. Миран спит, но она ведет его в свою комнату, чтобы показать ему еще раз.
Затем он вешает трубку и говорит барану Дилану: «Почему ты пошел к этим людям? Я не знаю почему, я чувствовал себя таким беспомощным, я был так напуган, когда я увидел тебя покрытого дымом, я никогда себе не прощу, если бы с тобой что-то случилось». Дилан говорит: «Прости меня, чувство материнства во мне было превыше всего, я не могла оставить сына в руках этих мужчин, пожалуйста, прости меня». Бэрон говорит: «Забудь все это сейчас, ты мое солнце, которое никогда не заходит». Когда Тарик спорит с Гэжой Хаджер о Миране, госпожа Хаджер злится на вас, говоря, что у вас не будет собственного сына. Баран приходит к Мирану и пытается успокоить его насчет матери. Когда Миран спрашивает, всегда ли дети живут далеко от своих матерей, Бэрон рассказывает ему историю. Бэрон засыпает на руках Миран, рассказывая ей истории. Красиво уложив Мирана спать и укрыв его, она берет игрушку, которую Миран послал его матери, чтобы помочь ему быстрее поправиться, и выходит из комнаты. Когда она узнает, что Акиф Аднан осужден за домогательство, она сходит с ума и кричит. Госпожа Айхан бежит на свои крики. Акиф: «Я много раз сталкивался с этими событиями в этой профессии, может быть, поэтому ему так тяжело, он боится, как мы можем заставить Берфина забыть, что я буду делать, если это произойдет с моей дочерью, я чувствую, что ухожу сойти с ума, почему мы не можем защитить наших дочерей, когда мы говорим о наших женщинах, госпожа Айхан, не будьте так строги». Плачет он про себя. Пока Дилан находится в больничной палате, мой дорогой сын, который знает, как ему должно быть страшно, мне хотелось бы быть с ним и обнять его, приходит Бэрон. Он дает плюшевого мишку, которого прислал Миран, и говорит: «С нашим сыном все в порядке, он ждет тебя. Ты не съел свою еду». Когда Дилан говорит, что у него нет аппетита, а Бэрон говорит, что тебе нужно поесть, чтобы как можно скорее воссоединиться с нашим сыном, Дилан убежден, и Бэрон начинает его кормить. Затем я спрашиваю, поужинал ли мой сын, и Бэрон говорит: «Не волнуйтесь, моя бабушка позаботится о нем в Берфине». Когда Дилан говорит: «Я бы хотел быть с ним, он сейчас очень напуган», говорит Бэрон: «Наш сын очень храбрый, как и его мать, он чувствует в своем сердце твою любовь и милосердие, даже когда тебя нет рядом, он очень сильный ребенок». Когда Дилан говорит: «Неужели я и дальше буду сильным ради своего сына», Бэрон целует ей руки и говорит: «Это моя жена», и продолжает кормить ее едой. Они расчесывают волосы Дилан, целуют ее, ласкают волосы и обнимают друг друга. Дилан, которая до утра спит в постели на плече барана, просыпается от того, что баран ласкает ее волосы. Когда Бэрон спрашивает, как дела, Дилан говорит, что с ним все в порядке, настолько хорошо, что его можно выписать. Бэрон говорит, что не без одобрения врача. Когда Дилан сказала: «Я так скучаю по нашему сыну, ненавижу его», Бэрон согласился, что сначала мы получим одобрение от врача, а ты продолжишь отдыхать дома. Когда баран звонит Акифу и спрашивает, есть ли какие-нибудь события по поводу машины, которая высадила Мирана, Акиф отвечает, что машина оказалась украденной, но мы продолжаем расследование, скоро это станет известно. Бэрон говорит, что Дилана выписали и мы едем в особняк. «Приходите поговорить, у меня есть дела, и я вернусь позже». Миран встречает Берфина с букетом цветов, который он приготовил для Дилана. Когда приходит Дилан, он подбегает и обнимает ее, говоря: «Я так скучал по тебе». Когда Акиф находит племянника Аднана Эрена и спрашивает его, о чем они говорили перед отъездом Аднана, Эрен отвечает: «Я не думаю, что мой дядя ушел». Эрен говорит, что мы собирались вместе пойти на пикник, но он пошел домой, а потом они сказали, что ничего не слышали и ушли. Он объясняет, что никто в семье, кроме меня, его не видит, он им не нравится. Пока Тугба и Берфин болтают, Тугба говорит ей, что после того, как ты полюбила Акифбея, она стала еще красивее, и я начал видеть старого, веселого и счастливого Берфина. Когда Дилан и Бэрон приходят в их комнату, Бэрон говорит Дилану принять душ и прилечь на некоторое время, но Дилан не хочет. Бэрон спрашивает, разве это не всегда одно и то же упрямство, всегда этот сладкий бунт, обнимает его и говорит, что я скучаю по нему. Дилан спрашивает Бэрона: «Ты выглядишь очень занятым, но не устал ли ты всегда стараться не спать?» Баран говорит, что я получаю от тебя силу, будь хорошим, будь со мной, моя сила никогда не закончится.
Дилан говорит, что ты мой герой, я знаю, что буду в твоих объятиях, пока не умру. Госпожа Азади приходит на кухню, мило беседует с Гэжой Хасиби и говорит: вы очень хорошо воспитали Тукбу. Затем, когда Тукба говорит, что мы должны отправить ее за границу, когда она закончит школу, госпожа Хаджер приходит к ней и говорит, что в этом нет необходимости, а Хасиби не может оставаться в стороне от своей дочери, не так ли, говорит госпожа Хасиби. Что бы ни говорила госпожа Хаджер. Госпожа Азади Хаджер говорит: не вмешивайтесь, Хасиби уходит и говорит: принесите мне торт и чай. Затем, когда госпожа Хаджер спрашивает Гэжу Хасиби: вы бы меня не предали, не так ли, дочка, я могу это сделать, если ты хочешь. Пока Баран и мистер Кудрет находятся в кабинете, приходит Акиф и говорит, что настоящей целью этого похищения было убийство Дилана, и за всем стоит Тарик, я думаю, что Тарик к этому причастен. Затем он поворачивается к Акифу и спрашивает: что ты сделал? Ты нашел что-нибудь у Аднана? Акиф помнит свои разговоры об исследовании Аднана. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.